Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь традиционный немецкий хлеб под названием Рогgenbatzen. Для начала приготовим закваску. Для этого смешаем воду, стартер из холодильника и обдирную ржаную муку. Все хорошо перемешаем и оставим на 14-24 часа при комнатной температуре. Время созревания закваски будет определять ее кислотность. Поэтому, если вы хотите испечь хлеб без добавления коммерческих дрожжей, время брожения вашей закваски должно составлять 14-16 часов. Если вы хотите более насыщенный вкус, то вы оставляете закваску до 24 часов, и в таком случае вам необходимо будет добавить небольшое количество дрожжей. Название Batzen на немецком означает большой кусок чего-либо. В данном случае это большой кусок хлеба. Ну вот, поэтому этот хлеб и называется Roggenbatzen. Также в тот же вечер приготовим мочку. Для мочки мы используем ржаной шрот или муку очень грубого помола, любые хлопья. Я вот использую хлопья спельты, вы можете использовать овсяные хлопья, пшеничные, ржаные, все что угодно, любые хлопья. Желательно, чтобы эти хлопья были не мгновенного приготовления, а более грубые. Также добавляем туда соль, заливаем водой и оставляем минимум на 6 часов. Я делаю мочку в то же время, что и закваску, и оставляю их рядом на кухонном столе. Так как мы вносим в мочку соль, то нам не стоит опасаться, что в ней начнутся какие-либо процессы ферментации. Все хорошо перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и оставляем. На следующий день приготовим тесто. Вот я оставила свою закваску на 21 час, так как и мне нравится хлеб с более выраженным и насыщенным вкусом. Для того, чтобы продемонстрировать кислотность, я делаю замер. Это делать не обязательно, вы просто можете ориентироваться на время и температуру. Вот мы видим, что pH закваски у нас 3,38, и это совершенно точный индикатор того, что нам обязательно понадобится внесение коммерческих дрожжей. Но в этом была и задумка, поэтому, как я уже сказала, в зависимости от того, как вы хотите испечь хлеб, с каким вкусом, вы регулируете время брожения закваски. Вот я вношу небольшое количество дрожжей. Дрожжи не только помогают
поднять хлеб в данном случае, но и являются регулятором кислотности теста. Вносим все указанные для теста ингредиенты и производим длительный замес на медленной скорости. Вносим мочку. Вот мы видим, что мочка у нас хорошо набухла. В одном из предыдущих видео я подробно останавливалась на нюансах работы с тестом из муки или шрота грубой фракции. И если вам это интересно, вы можете пройти по ссылке и ознакомиться с этим видео. Делаем замес при помощи лопасти на медленной скорости в течение 10 минут. И только потом, когда у нас уже сформировалась связная масса, мы добавляем остаток воды. Добавив остаток воды, продолжаем еще замес 10 минут на низкой скорости. Вымесив тесто, накрываем его шапочкой для душа и
Оставляем на брожение при комнатной температуре на 45 минут. После этого делаем формовку. Формовка в данном случае у нас состоит просто в том, чтобы выложить тесто в форму для выпечки. Я в данном случае решила испечь хлеб в рамке из дерева, а именно из букового дерева. Мне очень нравится выпекать хлеб в деревянной рамке, потому что во время выпечки стоит просто потрясающий аромат. Если вы когда-либо были в бане или сауне, то этот аромат вам совершенно точно покажется знакомым и родным. Мне очень нравится выпекать в деревянной рамке, поэтому, если у вас есть такая возможность, я тоже вам это посоветую сделать. Хлеб получается очень сочным. Края у хлеба, выпекаемого в рамке, всегда остаются очень нежными, потому что корочка практически не формируется. Это вот такой вот специфический эффект выпечки в деревянной рамке. Но вы также с успехом можете испечь этот хлеб и в обычной форме для хлеба, металлической, алюминиевой, какой угодно. Поэтому решайте сами. Мне просто очень нравится выпекать в дереве, и особенно сейчас, когда зима и холодно, этот запах горячего дерева, аромат букового дерева, он настолько создает комфорт, ощущение защищенности, надежности, ну, в общем, все положительные слова, которые вы можете найти, они обязательно будут соответствовать вот этому аромату, который издает хлеб, выпекаемый в деревянной рамке. Поэтому я вам очень советую попробовать сделать это. Особенно, как я уже сказала, зимой это просто потрясающее ощущение. Оставляем на расстойку и выпекаем. Вот мы видим, что хлеб у нас расстоялся, расстойка должна быть полная. Мы видим появление глазков на поверхности заготовки. Это значит, что она готова к посадке в печь. Выпекаем с паром первые 5 минут при температуре 250-260 градусов. Затем снижаем температуру до 200 градусов, убираем пар и выпекаем еще 65-75 минут. Перед посадкой в печь мы смачиваем поверхность водой, а также украшаем теми же хлопьями, что мы использовали и для мочки. Как я уже сказала, я использовала хлопья из спельты, поэтому я их использую для украшения поверхности. Вы же можете использовать все, что угодно. С большим успехом можно использовать грубые овсяные хлопья. Тогда у вас получится не динкельбатцен, как у меня, например, или роганбатцен, а, например, хафабатцен. Вот. Так что здесь вы можете решать сами. Достаем хлеб из формы или рамки. Делаем замер мякиша. Температура мякиша на выходе должна составлять 98 градусов. Даем хлебу полностью остыть. Затем заворачиваем в кухонное полотенце и оставляем на созревание до следующего утра.
Как я уже сказала, при выпечке хлеба в деревянной рамке внешняя корочка остается очень нежной, она практически не формируется. И для некоторых хлебов, особенно, например, пшеничных хлебов, этот эффект желаем. И именно при помощи рамки он достигается очень легко. Также он может достигаться, если вы выпекаете хлеб вместе и на месте соприкосновения образуются слипы. Хлеб отличается гармоничным, сбалансированным вкусом. Он долго остается свежим, не черствеет. И несмотря на то, что мы использовали закваску очень кислую, как мы помним, ее pH был 3,38, но хлеб при выпечке, мякиш хлеба, если мы сделаем замер pH, он будет находиться в пределах 4,2-4,5 pH. Это именно тот диапазон, который желаем и рекомендуем для хлебов такого типа. Ну вот, давайте сделаем замер мякиша и посмотрим на его кислотность. Вот мы видим, что кислотность мякиша составляет 4,23. То есть кислотность находится в оптимальном диапазоне.